Возьму микрофон. Невероятная волшебница у меня в студии. Нормальная я. Сделай так, чтобы протечку ликвидировали. У меня было выгорание. Я на диван ложусь, телек смотрю и пиво пью. Обожаю. Лучше там жить свою жизнь, а дети там сами себе предоставлены. Всем привет! С вами я, Ирина Крикуненко, и сегодня у меня в гостях Анастасия Исаева, психолог, энерготерапевт И коуч. И коуч. Заодно еще коуч. Настя, привет! Спасибо, Привет. что пришла. Спасибо, что пригласила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Сегодня мы будем готовить очень интересное блюдо, я буду пробовать его впервые. Будем готовить татарский белиш. Анастасия Исаева будет готовить татарский белиш. Кто бы мне сказал когда-нибудь, я бы не поверила. Но я же выросла в Татарстане, и у меня все подружки, они в татарской культуре это главное блюдо, белиш. Когда какие-нибудь праздники, когда какие-нибудь мероприятия, свадьбы, там, да что угодно, всегда белиш. Я даже не слышала такого названия. Беляш, да, а белиш нет. Нет, беляш это, знаешь, что-то узбекское, да, это жареные пирожки в масле. Нет, белиш это совсем другое. То есть это вот самое главное блюдо татарской кухни. Вот его мы будем и готовить. Знаешь анекдот про татарскую кухню? Нет. Какие блюда ты знаешь татарской кухни? Эчпачмак. Эчпашмак, да. Знаешь, что туда входит? Мясо, картошка, тесто, лучок. Тесто, картошка, мясо. Да? Да. Какое еще блюдо есть? Вот белиш мы будем готовить, что там? Что еще? Не знаю. Экзаменатор валите. Подожди, да то же самое. Тесто, вот муку мы приготовили, да? Вот тут муку, картошка и мясо. Я хотела тесто Да? купить. А знаешь татарские манты что там? А это тоже татарские, да? Татарские есть манты. Есть Тесто, узбекские. тесто и мясо. Нет, это узбекские. А татарские манты это тесто, картошка и мясо. В общем, Вот всё. все блюда в татарской кухне, они примерно такие. Тесто, картошка и мясо. Чистим картошку. Да. Я буду чистить картошку, ты можешь вот, Резать лук? Окей. Да, резать. Каким образом режем лук? Колечками Просто или мелко. Не, мелко. мелко? Хорошо. Ну Отлично. Настя, расскажи, пожалуйста, Как я ты- дошла до жизни такой. Да, готовишь тут белиши. Ага. Я бы Беляши. никогда не подумала, но у меня И- подружка, я родом из Набережных Челнов, это город в Татарстане. И у меня подружка татарка. Вот она прям такая традиционная, то есть, и какие-нибудь праздники всегда мы к ней на белиш. А я всегда была на ПП, это я сейчас, да, там чуть-чуть. А я была прям, на ПП и все такое. Но всегда ПП отменялась. Когда Миляуша, привет, Миляуша, если вдруг она будет смотреть. Конечно, Когда ты ей перешлёшь Миляуша вопрос. готовит белиш. Вот. Всегда ПП отменялась, потому что это просто вот, Это что-то невероятное. да. А как же ты докатилась до жизни? Энерготерапевт, энергопрактика, да? Миляуша вот тут бы тоже удивилась. Тут, наверное, многие удивятся, потому что Да. человек, который заявляет в своем инстаграме, что меняет жизнь за считанные дни буквально, понимаете? Да. Но нет, знаешь, как получается, кто-то одну сессию, я провожу одну сессию, кто-то год переваривает. Ну, вот так. Ну, прям серьезно, то есть через год он приходит, у него изменения укоренились в жизнь, он готов двигаться дальше. А То ты есть, вот- поэтому иногда бывает и за одну сессию. Тебе нужно поговорить с человеком, чтобы понять, какая у него проблема? Или ты вот прям смотришь и видишь сразу, вот дырка вот здесь в ауре? Да. Смотрю и вижу сразу. Да? Да. Ничего себе. У меня я все просто- нормально сейчас? У тебя все хорошо. Класс! Это Нет. потому что я с тобой поработала. Нет, видно же не только дырки, то есть что видно сразу? Видно базовые программы, в человеке, то есть что ему мешает жить, что ему мешает двигаться. Видно прям, то есть вещи, которые мне бросаются в глаза. Прям. Я понимаю, когда ты говоришь с есть человеком, я вижу, еще знаешь, даже какое-то время ты его узнаешь, а тебе сразу. Сразу, да. Вот я, к примеру, пришла, в прошлом году, по-моему, да, я пришла на бьюти-процедуру. Я уж не буду, все девчонки, а тут меня знают, я уж не буду говорить, да, кто что. Но, пришла на бьюти-процедуру и сразу вижу в мастере, да, что не так. В людях, даже на мероприятии идешь, все равно видно. То есть, по сути, когда ты работаешь, как я работаю с другими людьми, все пространство заточено под то, чтобы дать мне понять, что с человеком не так, чтобы я в нем это распаковала, поправила, и он мог двигаться, если он придет. Во мне Но распаковала? я вижу заранее. Ну, это нормально, вот мы встречаемся с Настей на мероприятии, и Настя такая:
красивая блондинка с голубыми глазами говорит мне: Ира, я за тобой слежу. Вообще-то я имела в виду в Инстаграм слежу. В Инстаграме, я понимаю, что в Инстаграме. Ну, ты понимаешь, страшно, да? а я потом начала за тобой следить и думаю: ай, какая интересная, надо Да. Нет, познакомиться. просто мне сказали тут, я прям переживала из-за это долгое время, что меня боятся. Да? Да, я была на мероприятии, вот как раз вот этом офлайн, и девчонки мне сказали, что так, хватит нам, ну давай на всякий случай я еще одну Всякие почищу. темные Нет. духи тебя боятся. Ну, не знаю. Ну, короче, девчонки, они сказали, что им страшно, что вот такое дело. Я переваривала тоже долгое время, честно говоря. Сначала пострадала, потом, ну, короче, потом к психотерапевту сходила даже с этим, ну, как бы я же в терапии постоянно. Ничего себе! С этим, что меня люди боятся. А даже на гештальт, я же тоже постоянно что-то учусь, и гештальт тоже вот сейчас прохожу обучение. Так, и тебе помогли с этим справиться? Я запрос на группу, что меня люди боятся, можешь себе представить. Вот такое. Его не выбрали, потому что это же не традиционная программа, но как бы вот я про то, что меня это беспокоило, потому что я не видела раньше, что, ну, как бы так, я думаю, ну, не идет человек, ну, как бы ладно, может, ну, не время, да, но что боятся почему-то меня вот это вот, ну, короче, потом я это... Вот так вот обходят стороной? Реально так. Да? Может прям буквально так, что он прям видит меня и тыдын прям, ну, почему? Потому что у меня поле заточено на изменения. И не всем безопасно меняться. Мне кто-то вообще не готов меняться, он просто не хочет. И ему прям физически плохо рядом со мной. Интересно. То есть он как бы убегает, потому на подсознании. что... Да, на подсознании, он не отслеживает. Я ему просто, может, даже нравлюсь, но он просто хочет убежать от меня подальше. Ну, короче, такие дела. Но вы не бойтесь, я нормальная. Это как, слушай, противоположности притягиваются или подобное притягивается к подобному? Вот есть два мнения. Вот тут, наверное, противоположности. Ну, тут оно все, да, и противоположность, и так, и так. Ну, потому что противоположности не в том, что не притягиваются, а просто в том, что каждый увидит во мне то, что нужно. Кто-то увидит человека, который может его продвинуть на следующий уровень, но если человеку базово небезопасно вообще туда двигаться, ему пипец страшно, тут бы выжить, да, то, конечно, он будет убегать от этой возможности. Невероятная волшебница у меня в студии. Так, все, здесь все готово, Да. лук порезан, картошка почищена, Да, давай мы еще ее очистки мочканем. выброшены. Работала на кухне одно время, когда была студенткой в лагере, и у меня там была вегетарианка одна, и она не могла, она не то что притрагиваться, она не могла смотреть на мясо, поэтому... Да. Я И нормально, давно я ты спокойна. вегетарианишь? У меня было 2 попытки, то есть я сначала где-то год я не ела мясо, но я просто не чувствовала вкус. Ну, то есть не чувствовала вкус мяса вообще, как резину жуешь. Но я ела яйца, рыбу, вот это вот все. А потом я забеременела, вот у меня малыш, сейчас ему 3 года, и во время беременности я так и думала, что я не буду есть мясо. Это вот так, короче, вот так мелко надо резать? Да, вот так прям мелко-мелко ты режешь. О Вот так. боже, это моя боль. Я вот, кстати, резать, простите, я перебила, не ничего. очень люблю резать. Да, я нормасик режешь и режешь, знаешь, медитативненько. Да? Да. Мне медитативненько тесто помесить. Ну да, тоже медитативно. Вот такое, вот такое. Так, Подвину, чтобы все Давай, видели, давай. как ты это делаешь. Как мелко надо резать мясо. Да. Да, и потом ты все-таки отказалась от мяса и от рыбы. Да, ну вот я пока была беременна и пока кормила грудью. Я мясо ела, ну как бы, когда беременна, нормально ела, потому что как-то у меня, ну короче, я поняла, что это надо. Ну просто почувствовала, что надо ребенку мясо. А сейчас, ну просто А не потом, хочется. да, потом я отказалась, когда грудью, по-моему, через неделю, что ли, да, я опять перестала чувствовать вкус, потому что я работаю с энергией других людей, и вот энергия все-таки мертвой вот этой плоти, да, она, ну я как бы, но трогать я вообще что угодно могу, то есть я как бы что угодно могу переносить в том Трогать плане, как что... энергию, так и мясо. Да. Ну, то есть я же ее перерабатываю, человек ко мне приходит в таком состоянии мертвятинки, поработал со мной, стал живее. Поэтому, да, не то, чтобы у нас тут коровка живет, но... Как давно ты это практикуешь? Что я знаю, Ты что... имеешь в виду вегетарианство или... Нет, работу с энергиями, потому что я знаю, что ты до этого успешно развивала обычные традиционные бизнесы. Да. Ну, то есть у меня всегда было очень много энергии. И я работала
по найму. Я работала руководителем филиала одной компании, крупной IT-компании, филиал в Казани. Ну, там у меня сотрудники, очень крутые проекты, то есть я так люблю, чтобы все масштабненько было. И у меня параллельно был свой бизнес, это был салон косметологии. У тебя медицинское образование? Нет. Косметология и лазерная эпиляция. У меня работали врачи, там было 2 врача, которые работали, и работали еще медсестры, которые делали вот лазер. Ну, 8 человек, девчонок работало. И мы, когда перед переездом сюда, я продала как готовый бизнес, ну, вот этот салон. Но я все время параллельно и тогда я уже работала с собой. Знаешь, как получилось? У меня было выгорание. Да? С чего началось? Профессиональное. Да. Или профессиональное. Профессиональное, да. То есть у меня было выгорание, мне казалось, что я вообще все достигла, что хотела. Ну, типа... Кризис среднего возраста. Вот у меня бизнес есть, да. Может, можно, конечно, там миллионы заработать, но как-то мне в этом ну, как бы... Ну, для чего, да? Да, не было понятно для чего. Ну, типа, и это у меня есть, и это, да, там, ну, не знаю, и то купили, и все, и даже дом за городом, ну, как бы, ну, такое. Короче, был кризис у меня определенный. Сейчас многие скажут, мне твои проблемы. Дом за городом. Да, но такой кризис смыслов. Это вот когда ты выходишь на новый уровень, но у тебя еще мышление по-старому осталось. То есть ты еще думаешь, как раньше. И мне получилось, что у меня вот такой кризис был, что мне не хватало смыслов. А ради чего дальше мне лапками шевелить? Что делать-то? И как ты? А в остальном я уже смыслов не видела. И у меня был прям вот звездочка лежать, упадок сил. Я ничего делать не могла. То есть у меня уже работы по найму на тот момент муж, не было. 2 детей прекрасно. Нет, это все нормально. Ну да, конечно. А ты звездочка лежит, ну что, я детей плохо. отвезла по кружкам, в школу отвезла, там, ну а дальше-то что? Ну то есть что, смысл жизни в детях? В какой-то период у меня был, когда смысл жизни в детях, да. То есть у меня дочка чемпионка по гимнастике, в групповых, там, чемпионка Татарстана, сын лауреат конкурсов, вплоть на «Голос дети», мы с ним ездили. Ну, все благодаря маме, которая реализуется через детей, понимаешь, у которой своей жизни нету, и она вот реализуется через детей, и вот такие дела. Слушай, ну а что, лучше там жить свою жизнь, а дети там сами себе предоставлены? Нет, конечно нет. Баланс. С детьми важно заниматься, но когда у тебя реализации нет, а у детей вот в таком формате это происходит, это перекос. Ну, ты, наверное, То есть это я сейчас понимаю. Я лежала звездочкой, не было энергии вообще. Я думаю, что делать? И я начала делать практики цигун. Обожаю. Да. Ну, и в итоге я 2 месяца поделала. Йогу я была... Что за практики? Просто обычный цигун. Я знаю, там вот так вот. А я уже забыла. Вот так. Это было 7 лет назад. Нужно вот. Ну, подожди, я помню, что надо было что-то простукивать по меридианам, такой простукиваешь, да, потом что-то руками как-то делаешь, да, и так, ну, короче, вот как-то вот так вот, все, да, вот это вот все. И ногами одновременно, да-да-да. То есть ты делаешь комплекс, минут 15-20. Я с утра встаю и вот так делаю. Да, это полезно, кстати. Чтобы чище. Вот это тоже цигун. И я начала чувствовать энергию в руках. Вот тут вот просто. Ты чувствуешь энергию. Я взяла мужа за руку, как вот его за пальчик взяла, и чувствую прям вот все внутри, энергия как течет, как там кровь, короче, все. Не просто ты пульсацию чувствуешь, а вообще все внутри. Я такая, пипец, что происходит? Ну, конечно, сейчас-то у меня навык развит, ну, то есть все. Что ты скажешь по моему пальцу? Скажи мне что-нибудь, пользуясь. Пользуясь случаем, да? Пользуясь случаем. Подержи меня за... Детектор. Детектор, как Нет, это, у тебя хорошо. Сканирование организма. Все хорошо у тебя. Ты по здоровью, по финансам, все смотришь. Да. Ой, фу. Так. Ну, короче, вот так вот. Потрогала ты мужа за палец. Да. Я думаю, пипец, что за херня происходит? Я в IT работаю, вообще-то нормальная я. Пальцы трогать. Ну, короче, была ржака. Мужу я не говорила на тот момент, но я пошла, значит, знаешь как? Я пошла учиться на рейки. Да. Вот я отучилась, 2 там, с лишним года я училась мастер рейки. Это лечить людей, ну... Да, у меня тоже 2-я ступень рейки. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я не практикую. Ну, вот как взяла посвящение, я получилась, знаешь как, вот я когда пошла на 2-ю ступень, и там ты работаешь с людьми дистанционно. И это как, знаешь, сериалов не надо смотреть. То есть у меня сразу вот это какое-то видение открылось, и я сразу могу, эти однокурсницы там охреневали, что там я могу сказать про человека. Что такое рейки для тех, кто... Это практика работы с энергией, целительство. Это
свет. Ну, когда ты Господи, лечишь как это? энергетикой, да, когда ты лечишь Изначально наложением рук, да. а потом уже даже на Ну, расстоянии. да, то есть это, ну, я вот наложение рук мне как бы, ну, я делаю и делаю, ну, как бы прикольно, конечно, я что-то чувствую, но у меня не было таких ощущений. Когда я вот вторую ступень уже начала, и когда я начала видеть все вот про других людей. Ну, Всё, не кстати, всё. рейки работает не только на лечение людей, на любую ситуацию. Да, ну, там гармонизирует и так далее. То есть мне вот года 2-3 было достаточно, 2, наверное, а потом, знаешь, как получилось, я пошла хроники Акаши тоже обучаться. Ну, потому что я думала, у меня это я уже не знаю. Когда я на рейке... Я уже не дошла Да, еще когда до я этого. на рейке училась, там, да, ну, как бы там учили прям глубоко работать. И я, знаешь, что, я откуда знала, что такое хроники Акаши? Вообще даже близко нет. Но я увидела письмо в почте. Фамилию, имя преподавателя. То есть не было ничего, ни Оттуда прямого прислали. эфира, ни вебинара, ничего вообще. Вот, ну, видимо, я 300 лет там назад подписалась на что-то. Даже, ну, что, то есть, ну, и мне этого было Никому не достаточно, скажу, чтобы сколько я тебе купила лет. курс. И как-то хорошо законсервировалась. 300, да? Ну да. Ну, короче, вот я купила курс и пошла дальше с этим. Ну, там я тоже подохренела, то есть, ну, и с собой там много поработала. Ну, и вот с тех пор там надо было практики работать с другими людьми. В рейке тоже. Я так и работала с рейки, ну, как-то мало народу было. А вот после Акаши у меня прям много. Потом я преподавала Акаши. Слушай, у меня с рейки такая забавная история была. У меня тут в моей квартире, которую я сдаю, случилась протечка. Но текло у соседки снизу, прям конкретно ее заливало. И она говорит, вызывайте вашу страховую. Я говорю, у меня ничего нет, все сухо, нет, это вот ваши трубы где-то там. 5 раз приходил сантехник, ничего не могут найти. Я просто уже, ну, понимаешь, это куча разговоров, переговоров, вот этих организационных моментов. И я звоню мастеру рейки и говорю, пожалуйста, сделай что-нибудь, сделай так, чтобы протечку ликвидировали. Пришел сантехник, говорит, все, нашли. Вот скажи, как потом это не верить? Ну как? Ну вот так. Ну, протечки, видишь, в квартире, квартира твоя собственность, да? То есть это... То есть протечка у меня? Ну, как бы да, но это всегда, когда у нас какие-то протечки, канализацию прорвало, унитаз там взрывается, я не знаю, трубы текут. Блин, на что обратить внимание? Практически не в этом смысле, а в том, что, ну, это определенное такое, знаешь, прочищение тебя в этот момент. Да, прочищение тебя в этот момент. Ну, то есть вот... Это хорошо. Ну да, это вообще хорошо. Вот я тоже думаю, кто во что верит. Хорошо, что это. Ну, то есть, конечно, это хорошо, Пронесло. что что-то там происходит. Движение есть, понимаешь? Движение. Главное, есть движение. Ну, всё. потому что, да, если движения нет, то все, ты уже мертвятинка. А тем временем я заканчиваю резать лук. На самом деле такое простое блюдо, но медитативное, да? Ну, как бы просто нарезать все красиво и быстро. И мелко. И мелко. Ну, это главное, особенно лук, конечно. Ох, чувствую, еще раз пройтись придется мне. Ну, давай, ты работай. Мясо готово. Нарезали все мелкими кубиками. Мелкими. Все это теперь Помедитировали соединяем. мы тут немножко. Так, Давай соединяем. картошечку. Картошечка. Лук. Лучок. Так. Мне кажется, Ложечку. вот та форма, которая большая была, вот нам все-таки ее надо. Ее надо? Хорошо, сделаем. Сейчас. Так, перчик. Если мало, я еще. Мало. Надо еще. Соль. Соли достаточно должно быть, да? Да. Ой, блин, паприка Так, пойдет? Нет, надо черный. Паприка не пойдет. Не это, как сказать, не по-татарски. Не по-татарски паприка. У них нет паприки? Ну, не используют Достаточно? особо. Ну, давай сейчас попробуем. Руками? Да? Обязательно ручками передаете свою энергию. Да, наверное, поэтому мой беляш самый вкусный. Здесь у нас растопилось масло для теста. Все ингредиенты вы найдете под этим видео. Здесь у нас Так, готово. пол пачки масла специально для теста. Ой, как красиво. Есть. Есть. Так. Дальше. Дальше. Давай. А в чем мы тесто делаем? Тесто. Тут тесто же планировалось, а я сюда. Тогда здесь. Вот Ну, так. да. Подойдет? Окей, отлично.
Так, мы берем масло. Ну, по правильному рецепту надо 50 на 50 масло и вода. Но у нас будет чуть более ППшный рецепт. Да? Ну, да. Ну, потому что, ну, прикинь, половина масла, половина воды. Ну, то есть я имею в виду, что... Ну, мне же его кушать. Да, ну давай масло еще, да. Наливай. Да. Главное, чтобы оно замесилось. Да. Так, сейчас. Ложечку дать? Угу. И соль. И соль. Так, пожалуйста. Я такую соль, Это конечно, не знаю, сколько солей. Как это тесто называется? Песочное? Нет, ну я не знаю, честно говоря. Просто тесто татарское, на белиш? На белиш, да, и на эшпашмаки. Я такое вот ни разу не видела. Это треугольники. Но оно выходит такое, знаешь, хрустящее и... Будь здоров. Прости. Мощнейшее, да? Ой, Это перец просто. Это микрооргазм. Оглушила. Так. Это практики рейки. Сработали. Энергия. В качестве микрооргазма. Мы замесили тесто. Тесто такое интересное, никогда такого теста не видела. Вот такой консистенции оно, да, получается? Да, ну такое, оно чуть более рыхлое, чем тесто, ну точно более рыхлое, чем тесто на пельмени. Ну такое, оно не сильно... Нежненькое. Да, то есть оно не прям такое плотником, не густое. И оно, кстати, будет очень легко отлепляться от стола. Итак, ну, давай, Насте нужна была скалка, но скалки в этой студии не оказалось, поэтому будем... Вот это. Голь на выдумке хитра. Да, и мы будем использовать вот это. Ну а что это? А давай я что-нибудь покатаю. Не надо ничего. Не надо? Нет, хорошо, мы справимся. Хорошо, я возьму микрофон. Да, давай. Так, да, вот с запросом про деньги обычно приходят мужчины. Ну, понятно. Или... Женщины дома готовят, Не. тесто катают, нет? Нет. Так, Такие ну, ко мне редко приходят. Ну, такие вот прям семейные, они реально редко. И обычно они уже счастливы. приходят, когда они прям выгорели уже. Ну, то есть, нет, кто счастлив, а зачем ему ко мне, я не понимаю. Ну, просто, если человек счастлив, у него все зашибись, сегодня, ну, как бы, а зачем ему вообще что-то делать? Он доволен. Обычно все-таки, если вот, ну, приходят женщина дома мужчины. сидит, и она чем-то не удовлетворена, она может ко мне прийти. А с запросом на рост доходов, вот, приходят, да, мужчины в основном. И, но фишка-то в чем, чтобы вырасти в доходе, надо поменяться. То есть хочет мужчина поменяться в 4, ну как бы, вырасти в доходе в 4 раза, это значит, что в 4 раза должен измениться. То есть, ну, конкретно... В 4 раза? Ну да. Ну то есть, если в 4 раза хочу вырасти в доходе, значит, человек должен измениться в 4 раза. То есть он конкретно другим должен стать, по сути, другим может человек человеком. стать другим? Вот родился человек, у него есть характер, его воспитали. Да. И как ему, это же нужно вообще в другом социуме жить, я не знаю, с другими людьми общаться. Вот как вот он один? Да, хороший вопрос. Ну, то есть как поменяться в целом. То есть человек родился такой, какой есть. Он родился в рамках своих родовых программ, да. В рамках вот того, что заложили мама и папа. Да? И на личном уровне он проживает свои какие-то вот личные истории, да? Ну, то есть что-то там он такое проживает. И для того, чтобы измениться, придется нам маслицем воспользоваться. Угу. Чтобы измениться в 4 раза, это реально сложная штука. Да, проще меняться в 2. Хорошо. Понимаешь? А меняться через что? То есть ты начинаешь меняться через какие-то вещи, через простое свое поведение, где ты раньше там действовал одним образом, сейчас будешь, ну, раньше орал на детей, например, и стал орать на детей. А орет на детей человек почему? Потому что он действует в рамках своих родовых программ. Мама орала, бабушка орала, папа орал. Вот он точно так же не знает, что это его родовая программа, и то есть ты ему об этом говоришь, да? Да, он приходит и, ну, там, рассказывает свою жизнь. Он приходит и говорит: хочу вырасти в 4 раза. Я говорю: классно, давай работать. Мы начинаем работать, но там ничего нету про доход, ничего. А вырасти куда? А мы в доходе. То есть мы работаем с чем-то, что мешает вырасти, а то, что мешает, оно всегда будет очень простое в его жизни. Где он проявляется, да, там не очень, где он до сих пор не принял маму, папу, где он идет по родовым программам каким-то. Ну, короче, такое. Не так, что ты говоришь: вот ты там что вечером? Он говорит: я на диван ложусь, телек смотрю и пиво пью. А ты говоришь: а вот тебе в спортзал бы походить. Это коучинг, да. Я так тоже могу, я так работала какое-то время в качестве коуча. У меня, знаешь, как было же, это двойная жизнь.
Нет, а как это? Это с утра я была коуч для предпринимателей и бизнес-трекера. То есть я консультировала, у меня же свой бизнес был, то все. Я там, консультировала предпринимателей по тому, как расти в доходе. Это я могу, хорошо. Это днем. А вечером я там хроники Акаши, ченнелинг. Открывается твоя воздушная. Вот тайная сторона. И как бы, давай вот эту ты нашу спала? начинку. Ну, конечно. Но мне вот бесила вот эта двойная жизнь, меня бесила, и я хотела все как-то вот, объединить. И все-таки я объединила. Объединить, как этот пирог. Да. Вот сейчас мы это делаем. Да. Выкладывай. И все-таки я объединила, я уже ушла от коучинга, да, вот такого. В спортзал никого не посылают. Иногда бывает, конечно, и посылают, само собой. Но иногда человеку просто с телом надо поработать. Надо его бывает утрамбовать? Да, вот чуть-чуть просто. Не то чтобы прям надо, да, но просто чуть-чуть, чтобы у нас крышечка встала. Супер. Да. Крышечка встала. Все? Так. Можно его... Подожди, его куда надо можно? накрыть? Конечно. Это закрытый пирог? Это закрытый пирог. Офигеть. Подожди, ты мою скалку забрала. И этот пирог будет выпекаться час. Вообще лучше всего часа полтора. На 200 1,5 градусов мы ставим в духовку. У нас со временем, то есть мы час поддерживаем. В рамках эфира он будет и потом, выпекаться когда час. он приготовится, его надо достать и еще полчаса, чтобы постоял. То есть он тогда будет, самый такой прям вкусный. И это все вы можете найти под видео. А пока мы делаем шапочку, крышечку. Да, крышечку. Значит, в традиционном татарском... А ты умеешь красиво залеплять? Нет, я хочу научиться. А я тоже не очень умею. У меня, он, конечно, очень вкусный будет белиш. А какая разница? Главное, чтобы не скажу, вкусный что был. он... Подожди, вот надо чуть-чуть вот так краешки, чтобы вот так ты залеплялась. А еще вот так можно заворачивать. О, боже. Вот так. И в традиционном татарском белише, значит, вот тут делается дырочка, такая крышечка, и туда заливается бульончик. И еще ложится чуть-чуть бараньего жира, да, баранины. Бараньего жира сегодня не оказалось, поэтому будет диетический белиш. У нас ПП белиш. Короче, пришла клиентка. Давай. Не пришла. Клиентка со мной работала, и она отправила ко мне своего мужа. И говорит, у нас проблемы с документами. У него забрали права. Польша. Забрали права. Да. Несправедливо, как он считает, забрали права. И не возвращают уже полгода. У мужика нет прав, он там, он, ему по работе нужны эти права, чтобы деньги зарабатывать. И он не может без прав зарабатывать деньги. И вот мы с ним одну сессию поработали, через 2 недели права привезли с извинениями. Про то, что как работает. Вот так и работает, блин. А что? Как это? Да, в случае вот с его, да, то есть у него не было встроенности в систему. Они переехали в Польшу из Беларуси, и он не встроен был вот в его систему. А первая система, где человек встраивается, это родовая система. И с родом там тоже моменты были. Сколько всего. Пришло время попробовать этот замечательный белиш. Белиш. Да, будем пробовать белиш на фоне моря. Значит, показываю, как подавать белиш. Значит, подаем белиш в форме. И вот так вот срезаем крышечку. Вау. То есть просто вот эту крышечку отрезаем. То есть не кусками, как пирог? Нет, не кусками. То есть мы срезаем вот эту крышечку. И по сути тут здесь должна быть еще пипка такая. И мы в процессе, пока белиш готовится, должны были туда бульончик подливать. Но мы ППшный белиш делаем. С постной говядиной. Он открывается, да? Да. То есть мы такого не делали. И мы сейчас просто нарезаем. Это шедевр, слушайте. Это так пахнет просто. Вкусно. Я как вегетарианец. Я сегодня, я заказала, по моему заказу Настя приготовила белиш, несмотря на то, что она вегетарианка. Да. Поэтому есть его буду так, я. Так, смотри, давайте крышечку. Потому что я о таком никогда не слышала. Да, я себе тоже положу. Крышечку. Так, я больше нюхать буду. Давай картошечку. То есть это получается как внутри хлеба, да? Да, да, получается как внутри хлеба. И потом вот ты нарезаешь вот это вот, и еще, самое вкусное это донышко.
самая вкусная донышко, потому Считается, что там что пропитано. пропитано, да. Считается, что самое вкусное это донышко. А донышко Ну, я попробуй. съем сегодня на ужин. А я попробую картошку. Приготовилась она или нет? Ну как? Вроде готова. Это же эчпачмаки, только Только в пироге. в большой, да. Да. Я помню этот вкус в детстве, когда мы готовили такие треугольные пирожочки. Такое же Эчпачмак. тесто, да? Такое же тесто, да. Такое же абсолютно. тесто. Точно так же, такие ингредиенты, все нарезается очень мелко и заворачивается вот в эти Да, когда у меня дети эчпачмаки. просят тоже, да, иногда эчпачмаки, я себе готовлю без мяса. Ну, то есть просто с картошкой, с луком. А это такой И тоже треску. один большой Попробуем тесто. ленивый эчпачмак, когда вам лень лепить пирожочки, Ну да. делайте Но один большой. в Татарстане, конечно, ну, такая культура беляша, то есть он готовится, потом стоит в духовке несколько часов на низкой, ну, там 180 градусов где-то. Пару часов он огромный, вот такой, чугунной сковородке. И стоит там, ну, Настаивается. да, ну, то есть в духовке он запекается, там, не знаю, часа 2, потом еще должен постоять минут 40, потом его можно кушать. Очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Это невероятно просто и очень вкусно. Для праздничного стола идеальный вариант. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. До встречи в новых выпусках. Пока-пока.